Ян Бжехва, Академия пана Кляксы, часть 1. В самом конце Шоколадной улицы стоит высокое здание. Это Академия пана Кляксы. Здесь я учусь. Меня зовут Адам Несогласка. Пан Клякса принимает в свою академию только мальчиков с именами на букву А. Самого пана Кляксу зовут Амброжа. Выходит, во всей академии только Матеуш не на А. Но Матеуш не в счет. Он не ученик, а ученый-скворец. Матеуш умеет прекрасно говорить, однако в каждом слове произносит только окончание. Демиана Яксы ушает, говорит он по телефону. Это значит, Академия пана Кляксы слушает. Недавно я узнал, что Матеуш не настоящий скворец, а заколдованный принц. Однажды он повстречал в лесу огромного волка. У Матеуша была шапочка с волшебной пуговицей. Он надел шапочку и быстро произнес «Хочу быть птицей», и тут же превратился в скворца. Но, к несчастью, Матеуш где-то потерял пуговицу и не смог обратно превратиться в человека. Вот почему он до сих пор скворец. И я решил помочь ему разыскать эту пуговицу. У меня уже набралась огромная коллекция, но ни в одной из пуговиц Матеуш пока не узнал своей. В каменной ограде, окружающей академию, много железных дверец. Они ведут в разные сказки, с которыми пан Клякса в большой дружбе. Часто он посылает нас за покупками в какую-нибудь сказку. Больше всего везет мне, потому что я рыжий и сразу бросаюсь в глаза. Я уже ходил за сапогами в сказку про кота в сапогах и бегал за метлой в сказку про бабу-ягу. Лицо пана Кляксы сплошь усеяно веснушками. Только они каждый день меняют место. Оказалось, пан Клякса снимает их на ночь, а потом по рассеянности прилепляет не туда, где они были прежде. Веснушки пану Кляксе приносит парикмахер Филипп. Он тайком снимает их со своих клиентов. Если кто-нибудь из учеников отличится на уроке, пан Клякса достает из золотой табакерки новую веснушку и налепляет на нос счастливцу. «Носи ее с честью, мальчик. Это высшая награда моей академии». В академии учиться очень весело. Там нет таких скучных предметов, как в других школах. Хотите, я прочитаю свой дневник, какие уроки у нас были вчера? Первым был урок кляксописания. Пан Клякса придумал этот предмет, чтобы научить нас обращаться с чернилами. На чистый лист бумаги мы сажали кляксу, потом складывали лист вдвое. Клякса размазывалась по всему листу, и получались изображения людей, птиц, зверей. Вторым уроком было буквовязание. Оказывается, буквы состоят из тоненьких ниточек. Их можно связывать и наматывать на катушки. Мы уже намотали на катушки немало книг из библиотеки пана Кляксы. На третьем уроке пан Клякса повел нас в лечебницу больных вещей. Здесь мы учились лечить кресла без ножек, сломанные столы и шкафы, деревянные стулья и другие пришедшие в негодность предметы. Четвертым уроком была география. Матеуш выкатил на площадку большой глобус, разделил нас на две команды и объяснил правила игры. Надо было одновременно с ударом по глобусу назвать местность, куда угодил носок ботинка. Матеуш засвистел, и игра началась. Мы носились как угорелые и изо всех сил били по мячу. Краков, Австралия, море Лаптевых. Раздавались голоса. Если кто-нибудь ошибался, Матеуш назначал штрафной. В академии прислуги нет. У каждого ученика свои обязанности. Одни стирают, другие чистят обувь, штопают чулки или пришивают пуговицы. Я помогаю пану Кляксе на кухне. Вкус еды заключается не в самой еде, а в ее цвете, учит нас пан Клякса. Пан Клякса смешивает разные цвета, потом достает из кармана свечные огоньки и приготавливает обед. Пан Клякса знает и умеет все на свете. Он умеет садиться на несуществующий стул, умеет летать, как воздушный шар, надует щеки, расправит полы сюртука и становится легким, как перышко. Мы тоже не раз пробовали летать, но у нас ничего не получалось. И вот однажды я почувствовал себя необыкновенно легким, а когда вдобавок надул щеки, неожиданно взлетел, и ветер понес меня неведомо куда. Стало смеркаться, меня относило все дальше и дальше. Кругом были только одни звезды. Я устал от долгого полета и уснул. Разбудил меня сильный толчок в плечо. Передо мной была стена из матового стекла,
а под ногами прозрачная голубая почва, похожая на небо. Я постучал в ворота. Окошко открылось, и оттуда выглянула симпатичная собачья морда. «Добро пожаловать», — сказал пес. «Меня зовут Рекс». Ворота открылись, и глазам моим предстала широкая улица, вдоль которой стояли собачьи будки. Всюду разгуливали собаки. «Знаешь, где ты?» — спросил Рекс. «В собачьем раю». Через 2 часа я чувствовал себя в собачьем раю как дома. Мы с Рексом побывали в цирке, в театре, в щенячьих банях и других райских заведениях. На улице Томатного сока мы зашли в парикмахерскую. 2 цирюльника мастерски нас подстригли, а один спросил меня: «Вы заметили, что здесь не водятся блохи?» «Разумеется», — ответил я, — «у вас здесь райская жизнь». Мы вышли на площадь, посреди которой высился памятник доктору Айболиту из чистого шоколада. Огромная толпа собак лизала его. Я, к великому моему стыду, тоже отгрыз у доктора Айболита полбашмака. «Пить хочется», — сказал я. «Нет ничего легче», — рассмеялся Рекс и повел меня к себе в дом. Я открыл кран, и оттуда, к великому моему удивлению, в стакан хлынуло холодное молоко. Дом Рекса окружал сад, который он сам вырастил. Здесь росли кусты сарделек и колбас. Я сорвал кусок краковской колбасы и съел с большим удовольствием. Однако райская жизнь мне надоела. Однажды, когда я лежал и грелся на солнце вместе со щенками Рекса, знакомый голос прочирикал: «Я ворец. Это скворец Матеуш принес мне письмо. Пан Клякса написал мне, как управлять полетом». Я попрощался с собаками и пустился в обратный путь. Вскоре собачий рай превратился в голубое облачко. «Демия на зонте!» — крикнул Матеуш. На горизонте показалась академия, и пан Клякса летел нам навстречу. Вот каким чудесам можно научиться в академии. Я же говорил, пан Клякса умеет все на свете, умеет маленькие вещи делать большими и наоборот. Он это делает с помощью увеличительного насоса. С виду это обыкновенная масленка. Пан Клякса всегда носит его в кармане вместе с другими вещами. Матеуш мне рассказывал, что на ночь пан Клякса превращается в крошечного младенца и ложится спать в кроватку меньше спичечного коробка. Утром он вставляет в ухо увеличительный насос, несколько раз нажимает на донышко и опять превращается в обычного пана Кляксу. С помощью насоса пан Клякса может увеличить все, что ему нужно. Недавно мы узнали, что на площади 4 ветров испортился трамвай, затормозил движение, и никто не в силах его починить. Пан Клякса велел нам сесть в автобус и ехать туда, а сам снял пенсне и приставил к нему увеличительный насос. Пенсне стало расти и превратилась в большой велосипед, на котором пан Клякса поехал впереди автобуса. Пан Клякса велел нам взяться за руки и оцепить трамвай, потом обстукал его со всех сторон молоточком, послушал через трубочку и мигом починил. Трамвай весело зазвенел и покатил по рельсам. С тех пор прошло несколько дней. Пан Клякса стал почему-то ужасно рассеянным. В кухне у него подгорала еда, он путал цвета. Однажды у него в кармане загорелись свечные огоньки, и в академии чуть не возник пожар. В тот день Матеуш примчался с криком: «Быяки бают дают». Это значило: рыбы и раки погибают, пропадают. Мы помчались к пруду и увидели печальное зрелище. Рыбы бились на сухом дне, раки расползались кто куда. Это пан Клякса выкачал всю воду, чтобы погасить пожар. Мы уложили рыб в большие корзины и отправились в сказку о рыбаке и рыбке. Там бросили рыб в воду и заодно искупались сами. Раков мы отнесли в сказку про дюймовочку. Как-то ночью меня разбудил сильный стук в дверь. Внизу стоял Филипп с 2 мальчиками. «Знакомься, новые ученики, Анатолий и Алойзия, оба на «А», — прошипел парикмахер. Мне не удалось разыскать пана Кляксу, и я решил поискать на кухне какой-нибудь еды для гостей. Когда я вернулся в столовую, Алойзия уже спал, а старший мальчик Анатоль и парикмахер Филипп принялись за еду, не обращая на него внимания. После ужина я повел гостей в спальню. В эту ночь мне долго не спалось. Конец первой части. Ян Бжехва. Академия пана Кляксы. Часть 2. Утром я проснулся от шума.
В спальне гудело как в улье. Все ребята были на ногах. Только Алойзи продолжал, как ни в чем не бывало, спать. Вскоре пришел пан Клякса. Он подошел к Алойзи и потрогал его. Так пробормотал он: оказывается, Алойзи кукла. Придется его оживить. Адась, отнеси его в лечебницу больных вещей. Там пан Клякса велел мне натирать Алойзи мазью, пока на его теле не выступят кровеносные сосуды. Это была нелегкая работа. Красота, блеск, одобрил пан Клякса. Теперь иди обедать, а я ему, голубчику, мозги вправлю. В столовой ко мне стали приставать с расспросами, но не успел я и рта раскрыть, как дверь распахнулась, и перед всеми предстал Алойзи. Неумело перебирая ногами и размахивая руками, он направился к столу. «Скажи ребятам, как тебя зовут», — попросил пан Клякса. «Алойзи, ку-ку-ку», — закуковал неожиданно Алойзи. Пан Клякса открыл ему рот и завинтил какой-то винтик. «Я хочу есть», — довольно четко произнесла кукла. Алойзи дали тарелку с макаронами. Он зажал вилку в кулаке и стал есть. Половина макарон сыпалась на пол. На завтра он уже бежал с Анатолием на перегонки, но зацепился ногой за ногу и упал, а через неделю никто бы не отличил Алойзи от других мальчиков. Не помню, рассказывал ли я о том, что в одном из подвалов академии хранятся разноцветные воздушные шары с корзинками. Недавно я узнал, для чего они нужны пану Кляксе. Случилось это так. Пан Клякса велел принести один шарик, положил свой правый глаз в корзинку и сказал: «Посылаю глаз в разведку, на Луну». Шарик тут же улетел, а пан Клякса пока смотрит одним глазом. Однажды пан Клякса объявил: «Завтра у нас будет праздник. Приедут гости из всех соседних сказок. Я расскажу вам о том, что видел мой правый глаз на Луне». Мы тут же принялись за уборку, вытряхивали пыль из ковров, натирали полы, чистили платья и обувь. Словом, работа кипела вовсю. Мы готовились к приезду гостей. Вдруг в самый разгар уборки кто-то заметил, что подушки распороты ножом. Пух облепил все вокруг, а диваны, кресла, ковры и постели перепачканы чернилами и сажей. Мы не знали, чьих рук это дело, и подозревали друг друга. После обеда все выяснилось. Я случайно увидел, как Алойзи бьет стекла в зале. «Алойзи, опомнись!» — крикнул я. «Не хочу, я буду все ломать, мне так нравится». Я побежал на кухню жаловаться пану Кляксе. От огорчения он сел на торт и тяжело вздохнул. Механизм Алойзи для меня загадка, и тут я бессилен помочь. Надо было чем-нибудь отвлечь Алойзи. Я позвал его ловить щеглов. «Скучно?» — вздохнул Алойзи. «Я убегу, натворю чего-нибудь и убегу. Зачем этот Клякса научил меня думать?» Он положил голову на руки и уснул, а я потихоньку встал и ушел. На следующий день с самого утра стали съезжаться гости. К крыльцу подъезжали сказочные экипажи. Русалка приехала в карете-аквариуме. Со всеми гостями пан Клякса был лично знаком. Мы разносили на подносах угощения: торты, шоколад, конфеты, орехи, мороженое и фрукты. Ровно в 11 часов пан Клякса с Матеушем на плече взошел на кафедру, волосы у него развивались, глаза вдохновенно блестели. Неожиданно двери распахнулись, и в зал ворвался растрепанный и оборванный Алойзи. Он яростно размахивал суковатой палкой. «Так вот вы где? Пируете без меня? Сказочки рассказываете? А ну-ка ж отсюда!» В зале поднялся переполох. Гости вскочили с мест и бросились кто в дверь, кто в окно. «Пошевеливайтесь!» — орал Алойзи, размахивая палкой. «Ах ты, гадкий утенок, улепетывай, пока цел!» Пан Клякса стоял поодаль, не в силах произнести ни слова. Анатоль попытался утихомирить брата, но одним ударом кулака был опрокинут на пол. Высокая красивая дама подошла к Алойзи и грозно сказала: «Я повелительница кукол. Приказываю тебе убраться отсюда». Но Алойзи в ответ лишь расхохотался. Он ведь не был обычной куклой, и повелительница кукол не имела над ним власти. Алойзи развалился в кресле и с нескрываемым злорадством взглянул на учителя. Пан Клякса молча прошел мимо него и вышел из зала. Вот какой это был благородный человек. С этого дня все в академии пошло кувырком, уменьшились стены, снизились потолки.
Ученики с трудом усаживались за маленькие парты. Пан Клякса тоже стал почти вдвое меньше. Ему приходилось вставать на стул, чтобы мы его видели. Скоро он совсем исчезнет, издевался Алойзи. В канун Нового года пан Клякса собрал нас в зале. Он нарядился Дедом Морозом и раздавал нам подарки. «Сказка про мою академию подходит к концу. Скоро вы все вернетесь домой, к родителям», — сказал он. Когда мы садились за праздничный стол, пан Клякса неожиданно забеспокоился, где Алойзи. «Он наверху в комнате тайн», — пробормотал Анатоль. Он влез туда через трубу. Пан Клякса мигом вылетел из комнаты через форточку. Как только пан Клякса исчез, в зал валился перепачканный сажей Алойзи. «Вот они, тайны пана Кляксы», — закричал он с издевкой, бросил на пол какие-то фарфоровые таблички с иероглифами и стал их топтать. Мы оцепенели от ужаса и даже не заметили, что вернулся пан Клякса. «Ты уничтожил мои тайны», — сказал он спокойным голосом, — «а я уничтожу тебя». Он приставил к уху увеличительный насос и стал быстро расти. Алойзи стоял ни жив, ни мертв. Пан Клякса разобрал его по частям и сложил в чемодан. Алойзи, эта мерзкая карикатура на человека, перестал существовать. И тут в зал ворвался парикмахер Филипп. «Ах, вот оно как, пан Клякса. Я думал, вы сделаете Алойзи человеком, а вы уничтожили труд всей моей жизни». В ярости Филипп стал срезать свечные огоньки с елки. В зале наступила темнота. Раздались чьи-то крики. Все бросились кто куда. Я в ужасе выскочил на улицу. Ярко сияла луна. Мимо меня пробежало несколько ребят. Академия была как на ладони. Вдруг академия резко уменьшилась и превратилась в клетку для птиц, где сидел Матеуш. Парк превратился в узорный ковер, а ограда с дверцами в полки с книгами. Ко мне на ладонь забрался крошечный пан Клякса. «Прощай, Адась, ты был моим лучшим учеником. Моя сказка кончилась, но мы еще увидимся», — сказал он. И вдруг то, что было паном Кляксой, стало пуговицей, обыкновенной пуговицей. Матеуш, казалось, только этого и ждал. Он выпорхнул из клетки, схватил пуговицу в клюв и спрыгнул на пол. Тотчас вместо крыльев у Матеуша выросли руки, ноги удлинились, вместо клюва образовалось человеческое лицо. Я увидел перед собой высокого седого человека с книгой в руках. «Матеуш, как я рад, что тебя расколдовали!» — закричал я радостно. Человек рассмеялся. «Нет, мальчик, я не Матеуш, я автор сказки про пана Кляксу. Я рассказал тебе сказку, а ты поверил в нее. Сказка всегда остается сказкой». «А как же пан Клякса?» — с удивлением спросил я. «Пан Клякса совсем другое дело», — ответил автор. «Когда-нибудь я расскажу тебе другие истории про него». Тут он поставил книгу на полку, и я прочел на корешке книги ее название «Академия пана Кляксы». Конец. Спасибо за внимание. Ждите новые истории. До встречи.